Приветик, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Na'Vi по Mobile, на канал команды, которая стала чемпионом EMEA лиги. С вами, как всегда, Яна, и со мной на связи игрок нашей команды и практически MVP этого турнира, он же Тикзи. Привет, Даня. Привет. Я поздравляю вас с таким крутым результатом. Спасибо. У меня в руках Na'Vi-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Na'Vi-карту от Тинькофф. Вы порадовали не только комьюнити красивой игрой, но как бы и себя, соответственно, призовыми. Но изначально хотелось бы узнать у тебя, насколько вообще вы серьезно относились к EMEA. Ведь этот турнир не дает ни инвайты в следующую стадию турниров, ну и ПТС не засчитываются на следующее по МГЦ. Но мы подходили к турниру очень серьезно, потому что там были большие призовые, и вот в итоге выиграли его. Как вы вообще готовились к турниру? Ну, играли перед EMEA по 8 игр в день и много паблика. В среднем по 10 часов играли в день. Давай с тобой тогда обсудим ваших конкурентов на этом турнире. Готовились ли вы к кому-то из соперников индивидуально? Индивидуально никому не готовились, но из сильных соперников могу отметить наши СНГ команды. Остальных мы не чувствовали. Перед турниром вы предполагали, что кто-то из других регионов сможет вам составить конкуренцию? Да, думали, что составят конкуренцию футы, но по итогу вообще нам составляли конкуренцию фейты, это вроде арабская команда, но ее подозревают в читах или в мап-стримах. Кстати, по поводу всей этой ситуации, которая форсилась на протяжении всех 4 игровых дней, что думает команда по этому поводу и как ты сам лично считаешь, вся эта тема будет дальше как-то форситься или поговорят и успокоятся? Думаю, что это не будет тема форситься, но почему-то все команды, которые играли на PMPLM, уверены, что они играли с мап-стримом, который был без задержки. Кого из команд ты можешь выделить и в хорошем, и в плохом смысле этого слова? Могу отметить 12-18, потому что у них перед EMEA были непонятки с составом. Они сначала играли одним составом, потом не разрешили, и они смогли настроиться и сыграть своим старым составом, ненаигранным, и отыграть на топ-3. Вот мув закона в Воре, что он переходит на менеджера команды. Что думаешь по этому поводу и как считаешь, кто сможет его заменить в команде? Честно, не знаю, кто его может заменить, потому что он играет уже на протяжении долгого времени очень стабильно на турнирах, заходя в МВП стабильно. А так, не знаю, думаю, ему не нужно было уходить. Ну, не самое подходящее время уходить в менеджерство из киберспорта, когда все развивается. И у него все получается. Наш регион также представляла еще команда Team Unique. Ну, как по мне, довольно-таки слабый результат, 15 место. Что думаешь по этому поводу? Как думаешь, почему у них такой результат? Честно говоря, не знаю, но мне кажется, переволновались, может быть, где-то. Хотя вот на PMPL сессии они очень хорошо выступили. Не знаю даже, с чем это связано. Самый, наверное, актуальный вопрос на этом турнире – это вопрос о составе команды Na'Vi на EMEA. Почему играли именно таким составом? И как вообще у вас решаются вопросы решафла в вашей пятерке? Какой состав стабильнее и кто больше всего играет в игру и тренируется, тот и будет играть. Это как в футболе. Если человек не тренируется, не приходит на тренировки, понятное дело, он будет сидеть на банке. Вот. Понятно. Какой игровой день, хайлайт, либо матч тебе запомнился больше всего? Я кроме первого рангеля, пока ты не напомнила, вообще ничего не помню. Поэтому, наверное, первый рангель. На протяжении всех 3 игровых дней вы нафармили довольно-таки много поинтов, поэтому в 4-й день мы ждали от вас шоу с чужими спотами. И мы, в принципе, на первом рангеле его увидели с фейтами и с основкой. Мы падали на споты к ним не одну карту, а 3. Это был Рангель, Мирамар и Санук. Угу. И потом они уже просто перестали падать на свои споты. Они перестали падать уже после того, как мы упали на второй карте к ним. И все, у них уже там, понятное дело, игра не пойдет, потому что они играли не со своих спотов, вообще лутали какие-то кемпы непонятно. Кстати, была такая мысль у комьюнити, что на 4-й игровой день EMEA лиги все СНГ команды поочередно будут падать на спот к фейтам. Ну, как будто бы это у вас такой сговор. Не знаю, это выгодно было только нам, потому что мы боролись за первое место, а они нас догоняли. Другие СНГ команды там были ниже них на много поинтов, поэтому им не было смысла провинить. Слушай, вы наверняка уже перед стартом 4-го дня понимали, что, скорее всего, заберете топ-1 на этом турнире. Ну да, мы так думали.
На четвертый день немного расслабились или все равно сохраняли full фокус на турнире? Мы не то что расслабились, мы просто пытались не давать фейтам пройти, ну, набрать поинтов, и у нас не всегда шла игра, потому что мы играли не со своих спотов, но все же отыграли, набрали поинтов, как в первый день. На последнем рангеле как раз и решала судьба MVP этого турнира, и, к моему большому сожалению, лучшим игроком этого турнира стал Ноуми. Расстроился ты из-за этого, или это для тебя стало как дополнительная мотивация на следующие турниры? Нет, это меня не расстроило, потому что мы выиграли этот турнир, а у меня не было цели забрать МВП, кроме последней катки, когда парни просто сейвили меня, чтобы я нафармил урона и киллов, но не получилось, но я не расстроен. Как сам считаешь, чего тебе не хватило для того, чтобы забрать MVP EMEA? Не хватило стабильности в последнем дне, наверное, из-за того, что мы падали не на свои споты, отыгрывали не дефолтные ситуации. Окей, дополнительные 2К доллара вам не получилось залутать, но в то же время за первое место вы получаете 40 тысяч долларов. Обсуждали ли вы с командой, куда планируете тратить призовые, как только они к вам придут? Да не знаю, каждый, наверное, на личные нужды потратит их, я считаю. Мы будем делить поровну их. А ты уже думал, куда будешь тратить? Пока нет, копить на что-нибудь. На квартиру, не знаю, там, машинку. Давай тогда обсудим предстоящие турниры для нашей команды. Что нас ждет впереди? Но один из таких крупных полуофициальных турниров это будет National Cup в середине июля. И официальные турниры будут только в сентябре. Это PMPL CIS, там дальше PMPL EMEA. Давай тогда с тобой обсудим лето, планы на лето, отпуск. Обсуждали ли вы с командой, получится ли у вас уйти немножечко отдохнуть? Если да, то куда? Может быть, совместный отпуск планируете? Но совместный отпуск мы вообще планировали вот поехать на буткемп, там поиграть какие-то мини-турниры, потому что у нас летом вообще турниров официальных нету, и будем играть вот такие маленькие турниры, готовиться уже к PMPL CIS. Ты наверняка уже успел посмотреть трейлер Pub New State. Что думаешь по поводу сиквела? Получится ли у него себя зарекомендовать на киберспортивной арене? И будешь ли ты пробовать в него играть? Ну, я смотрел трейлеры, вроде игра прикольная, но если там не будет такого же киберспорта, то игра просто не будет жить и умрет. Так же, как колда через несколько месяцев. Тогда в конце уже по традиции ты можешь сказать пару слов нашим фанатам и болельщикам, которые топили за вас и поднимали читы на протяжении всех 4 игровых дней. Да, спасибо нашим фанатам Нави за то, что поддерживали нас на PMPL EMEA. Мы будем радовать вас новыми победами уже на ближайших турнирах. Дань, тебе огромное спасибо за то, что ты выделил время, ответил на все мои вопросы. А вам, друзья, огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, ставьте обязательно лайки и пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют. И вполне возможно, в будущих интервью вы узнаете на них ответы. А с вами была Яна, Тигзи и канал Нави PUBG Mobile. До скорых встреч. Пока-пока.